Друзья, всем привет! Паша на связи. Начало марта, выходной день, Киев, Украина. В этом видео я с вами хочу пройтись от метро Университет. Сзади меня университет Шевченко, сзади меня парк Шевченко. Кстати, в одном из прошлых видео мы были там. Обязательно посмотрите, будет ссылочка в всплывающей подсказке или в закрепленном. И сегодня я хочу с вами пройтись от этого места, да, от парка Шевченко, от университета Шевченко, да, Красные стены, до Золотых ворот. То есть это, по сути, вон туда мы с вами пойдем. И начать я хочу, наверное, вот с этих стен. Вот с этих стен, с этих разбитых, но уже отремонтированных окон. Вот прямо на этом перекрестке прилетело. Прилетело так, что повылетали вот эти вот все окна, которые сейчас тут уже целые. Была, так сказать, вырва. Если вы видите, вот асфальт, который имеет другую, по центру другой вид, это как раз был прилет. Начнем наше турне. Нашу небольшую прогулку выходного дня. Если вы поддержите пальцем, если вы поставите лайк, если вы дадите какой-то фидбэк в виде коммента, нравится вам, не нравится, что хотелось бы увидеть, не увидеть, я буду просто благодарен, поставлю каждому вам респект. Ну а если вы подпишетесь для того, чтобы смотреть новые видосы, не просто когда они появляются перед вами, а действительно, когда вы их ждете, ну тогда вы вообще молодцы. Дом учителя вот такого вот вида. Сами видите, что ни одного живого окна не осталось. Освободили дом учителя от всех окон. Когда едешь на автомобиле, когда едешь на моноколесе, на скутере, на велосипеде, ты не успеваешь обращать внимание по сторонам, не успеваешь крутить головой. А по сути, в Киеве, в отличие от многих других, даже европейских стран, есть на что посмотреть. И нередко новые технологии, новые дизайны, они очень плотно и неплохо переплетаются со старыми зданиями. Вот пример вам. Слева стеклянный фасад, справа вот такие вот окошки над вывеской «Универсал Банк». Почему нет? Кто скажет, допустим, что это плохо выглядит? Нет, это вполне адекватно, вполне нормально выглядит. Машина с украинским флагом на месте для инвалидов. Никаких опознавательных знаков, что это автомобиль, что этим автомобилем владеет человек с ограниченными возможностями, я не вижу. Взагалі не переймаються люди, котрі ставлять автомобілі на місцях от таких от людей, для інвалідів. И для того, чтобы, по сути, посмотреть всю красоту, которая тебя иногда окружает, не нужно никуда бежать. Нужно просто иногда взять, остановиться и поднять голову вверх, увидеть, допустим, мозаику вот такого вот плана. Стоит прийти вечером, к примеру, и посмотреть на подсвечивающиеся вот эти вот растянутые над дорогой светодиодные всякие ленточки. Стоит развернуться и увидеть театр недалеко от Золотых ворот. И в принципе, когда вы смотрите на всю эту красоту, а это, кстати, на минуточку, национальная опера Украины, которая, ну, я думаю, известна не только по Киеву, не только по Украине. Как можно проходить это мимо, как можно проезжать это мимо на автомобиле, как можно не остановиться
не понаблюдать, а возможно даже не зайти туда внутрь. Вниз уходит к Крещатику. Мы можем спуститься, но я думаю, мы перейдем на противоположную сторону дороги. Вот странно, вот смотрите, тут зебра, да, она, на ее месте убрали брусчатку и заменили на более гладкую плитку. С этой стороны брусчатка есть, и для людей, да, которые идут, к примеру, там, с колясками, или для людей, которые, которым по брусчатке неудобно переходить, они должны по этим колдобинам постоянно передвигаться. Что мы видим? Мы видим 7-8 марта с 5:00 концерт. С другой стороны вывеску Джузеппе Верди, опера на Двидии 3 марта. Национальная опера Украины. Кроме оперы, есть еще такой формат, если откинуть театр как таковой, есть еще такой формат, как оперетта. Там, где не просто поют, где еще и говорят. Если вы были и там, я думаю, что у вас есть с чем сравнить. Так, мы идем к Золотым воротам и проходим вот такие вот места. Там у нас львовские круассаны, тут у нас Салатерия, зеленая вывеска. Тоже очень удобно в том плане, что когда вы гуляете, когда вы ходите даже по центру, всегда и везде есть где приземлиться. Меня удивляют люди, которые говорят о том, что в центре негде припарковать автомобиль. Но негде припарковать автомобиль. Кто не хочет, тот никогда не найдет эти места. Кто хочет, он откроет глаза шире и посмотрит, что вот, даже тут с высотой потолка 2,3 метра вы можете на автомобиле заехать. Да, это платно. Да, это нужно найти. Но места есть всегда. Платные, бесплатные, паркинг и даже мойка, которая работает 24 часа в сутки. Многие, те, кто живут в Черновцах, те, кто живут во Львове, они меня поймут, какое у водителей автомобилей существует нежелание передвигаться по брусчатке. Потому что просто вы, когда едете, у вас трясется все, включая мозг. Вот автомобиль, который решил выехать с парковки или наоборот приехать на парковку. По правилам должен парковаться как с краю проезжей части. То есть вот он едет по дороге, заехал и встал. А так, чтобы ехать по головам людей, якобы заезжать на понижайке и ехать вот туда вот вниз, такое в принципе не разрешено, я бы даже сказал запрещено. Институт географии слева и метро Золотые ворота у нас слева. Несколько входов в метро Золотые ворота, несколько выходов. И сейчас прямо и налево мы с вами дойдем как раз до того места, которое любят летом многие киевляне, которые любят многие жители и туристы. Вот, кстати, раз мы тут уже проходим, давайте посмотрим по ценам прямо в центре. Салаты. Салат с лососем 350, салат «Цезарь» с куркой 225 за 270 грамм. Горячие закуски. Камамбер 348, 125 грамм. Домашняя паста. Карбонара 209 за 300 грамм. Гарниры. Картошка фри 79 гривен. Рис 70, овощи гриль 158. Супы 110 гривен бульон, крем-суп с грибами 175 гривен. Цены увидели. Хотите понимать, сколько это не в гривнах, делите на 38, это будет доллары, и делите на 40, это будут
евро. Вот мы вышли к Золотым воротам. Слева у нас по курсу места. Слева у нас по курсу вход в метро непосредственно. А сами киевские вот эти Золотые ворота, они стоят непоколебимо. Много людей при выходе из метро договариваются тут встретиться. Очень удобно. Тут не ездят машины, тут относительно тихо и относительно людно. То есть нету такого, знаете, формата, как когда-то был на метро Арсенальный, когда просто выходишь и думаешь, не гопнут ли тебя тут сейчас. Вот метро Золотые ворота и, собственно, сами ворота. Я вставлю фотографию, как они выглядели в свои времена, когда действительно это был не памятник архитектуры, а действительно это была та часть города, которая обеспечивала безопасность. Спереди у нас шотландец, наверное, который играет на волынке. Сейчас мы подойдем ближе, послушаем его музыку. Друзья, как вам атмосфера, в принципе, Киева выходного дня? Сейчас, правда, на градуснике +3. Сильно много и сильно долго не походишь. Но даже несмотря на это, в принципе, людей много, как видите, по сравнению с аналогичными днями, которые были еще там неделю назад, 2 недели назад. Может быть, у людей срабатывает просто в голове таймер, и когда они видят в календаре уже март месяц, они начинают выходить на улицу. Вот такой вот котейка возле сквера, Золотоворотского сквера. По 3 хвост, по 3 уши, и все. И все желания сбудутся. Слева от Золотых ворот у нас уходит Ярослава Вал улица, тоже известная многими и любимая многими. Сейчас мы туда переходить не будем, а послушаем немного музыку. Вот, кстати, очень удобная штука, которую тоже создали в формате помощи для туристов. Это вот такие цифровой гид. То есть ты можешь просто сканировать QR-код и слушать информацию про Золотые ворота в данном случае. Очень удобно. Не знаю, откуда люди идут, но количество народу, посмотрите сами. Улица Ярослава Вал, которая уходит вниз к Крещатику. И вот машина, видите, решил немного срезать, не увидел из-за бампера. Давай, газу. Заехал на бровку. Ну, правильно, почему? Потому что нужно было пропустить встречных и потом уже выехать туда. Не обратил внимания, как он передним колесом успел так проскочить, не знаю, но ДТП на ровном месте. Очень удобно сделали разметку, то есть, видите, по разметке, по велосипедным дорожкам сейчас мало кто
из машин передвигается, потому что запрещено. Мужик удивлен, мужик с кофе удивлен, высказал все, что о нем думает, и сейчас развернется и поедет дальше. Габариты автомобиля, это, кстати, Денмарк. Габариты автомобилей нужно, конечно, учитывать, потому что если ты не знаешь габариты своего авто, то ты можешь не только вот на такие бровки заезжать, но и упираться бочиной в деревья или заборы. Если мы посмотрим, в целом велосипедная дорожка, она свободна. Видите, только вот ближе к перекрестку машины перестраиваются. То есть в центре передвигаться на велосипеде очень комфортно. Друзья, вот такой небольшой ролик, обзор Золотых ворот. Как вам? Интересно, неинтересно? Снять еще? Буду рад услышать. Дайте обратную связь, дайте палец вверх и дайте подписку. До новых встреч, новых видосов. Всем пока.